Всем привет! Это вы удачно зашли, а я как раз приготовила кутабы с зеленью и сыром. Для тех, кто совсем не знаком с кутабами, проясню ситуацию. Кутабы – это лепешки, состоящие из пресного теста и начинки. Ну вот в данном случае это зелень с соленым сыром. Возможно, кому-то покажется, что кутабы чем-то похожи на чебуреки. Но если только по форме. У кутабов на самом деле абсолютно иная технология приготовления, у них абсолютно другой вкус. И те, кто хоть раз попробовали настоящие азербайджанские кутабы, не просто не перепутают, они даже никогда не будут сравнивать кутабы с чебуреки. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом кутабов, одной из жемчужин азербайджанской национальной кухни вместе. Итак, сначала приготовлю все ингредиенты, начну с зелени, естественно. Зелень тщательно помыла, откинула в дуршлаг, чтобы вода вся стекла. Затем разложила всю зелень на скатерть. Муку предварительно просеяла. Делаю углубление в муке. В питьевой воде растворяю соль и отправляю воду в это углубление. Постепенно ввожу воду в муку. Мешаю воду с мукой сперва ложкой, затем руками. Замешиваю тесто сперва в миске, затем на столе, для удобства. Тесто замешиваю 10-12 минут. Постепенно клейковина начинает работать, и тесто становится мягким и послушным. Если при данных количествах продуктов вы заметите, что тесто получается чуть-чуть туговатым, то можно просто увлажнить руки растительным маслом и дальше замешивать тесто. Вы можете месить тесто любым удобным для вас способом, но вот я слегка растягиваю его, отбиваю иногда. И все. Тесто замесила, придаю ему форму колобка, форму шара и пока даю тесту отдохнуть. Убираю его в кастрюлю, чтобы оно не заветрилось за время отдыха. Сама займусь начинкой. Сыр натираю на средней терке. Я сегодня использую наш любимый мотал. А так в кутабы прекрасно идет сыр фета, брынза. Или же можно положить 50/50 сыр и творог. Зелень нарезаю достаточно крупно, не меньше, чем сантиметр. Из зелени в кутаб идут шпинат, кинза, укроп и зеленый лук. Это базово. Очень часто я кладу, в том числе сегодня, кефсалат и папоротник тоже. Так как сыр не соленый, зелень чуть-чуть солю, но если в начинку положить соленый сыр, то, естественно, в этом нет необходимости. Совсем чуть-чуть мну зелень, но не так, чтобы рыхлость совсем села, и тем более, что нельзя допустить, чтобы зелень пустила сок. Иначе начинка получится влажной, и, естественно, кутабы порвутся при выпечке. Теперь оставляем начинку в сторонке. И обратно берусь за тесто. Тесто разделила на 12 одинаковых частей. Кусочки округлила, придала им форму шара. И пока также обратно убираю в кастрюлю, чтобы тесто не заветрилось. Сама раскрываю тесто. Тесто раскрываю достаточно тонко, не больше миллиметра, это точно. Теперь на половину теста кладу начинку, увлажнив пальцы, прохожусь по краям теста, закрываю лепешку и слегка надавливаю по краям теста. Не защемляю, а просто два края аккуратно раскладываю друг на друга и надавливаю на них, чтобы края склеились. Вот почему я слегка увлажнила края лепешки. Все, первая лепешка готова. Но я пока не отправляю ее на сковородку, а всего лишь откладываю в сторонку. Начну жарить их после того, как будут готовы 3-4 лепешек. За это время тесто кутабов тоже немножечко отдохнет.
Раскрываю следующий колобок. Тесто настолько послушное и гладкое, что его вполне можно растягивать, а не раскрывать скалкой. Вот так вот. С одной стороны ладонью придерживаю тесто, а с другой стороны растягиваю тесто до нужной формы. Чуть-чуть подправляю тесто скалкой. На раскрытый блин накладываю начинку, прикрепляю края теста и эту лепешку также пока откладываю в сторонку. Вообще, приготовление кутабов – это не просто дело коллективное, это целый ритуал. В идеале кутабы должны готовить двое, трое, не знаю, мужчины, женщины, сейчас все готовят. Если один раскрывает тесто, другой жарит, третий обмазывает кутабы маслом. И параллельно на кухне идут жаркие дискуссии жизненно важных вопросов. Это в идеале. Но сегодняшняя жизнь вносит свои корректировки, и я, как вы видите, готовлю кутабы одна. Поэтому, чтобы работа пошла как по конвейеру, я сперва леплю 3-4 кутаба, и только после этого начинаю их жарить. И дальше действительно, как на конвейере, пока я раскрываю один колобок, на раскаленной сковороде жарится очередной кутаб. При выпекании кутабы немного сдуваются, это нормально. В результате внутри лепешки образовывается горячий воздух, который помогает испечься содержимое начинки в лепешках. Кутабы жарю на среднем огне, сперва по 3-4 минуты с каждой стороны, затем по второму кругу примерно по 2 минуты с каждой стороны. Вы ориентируетесь по своей плите. Снимаю кутабы со сковородки и еще в горячем виде обмазываю кутабы маслом. Ну и так далее. То есть технология такая, вы поняли, да? Значит, жарятся, готовятся кутабы на горячей раскаленной сковороде, сухую можно сказать. Вот. Потом уже их обмазывают маслом. Вот такая вот технология приготовления кутабов. Если идти по законам искусства, то кутабы надо жарить на садже. Садж – это, грубо говоря, все равно, что как перевернутая глубокая сковородка. Но так как я готовлю кутабы в городских условиях, я жарю их в сковородке. Диаметр моей сковородки 26 сантиметров, поэтому я раскрываю тесто диаметром примерно 24 сантиметра. Если из-за диаметра вашей сковородки вам придется тесто раскрывать наименьшего диаметра, то сразу разделите тесто не на 12, а на больше частей, 13-14, уже смотрите сами. Иначе лепешки, блины получатся толстыми и плотными, а это неправильно. Тесто кутабов должны быть тонким и нежным. Если честно, кутабы не считаются отдельным блюдом. Их подают как перекус, как закуску для разогрева аппетита. Я часто готовлю его к ужину или к завтраку. Если к завтраку, то с вечера замешиваю тесто, готовлю начинку, при этом не мну зелень, а утром успешно добиваю начатое. Кутабы отлично вписываются к воскресным завтракам и со всей семьей. Недаром для многих азербайджанских семей кутабы – это символ домашнего очага. Вот так вот, шаг за шагом приближаемся к финишной прямой. Ну что, друзья, самый доступный набор продуктов, которые имеются буквально в каждом доме, где маломальски любят готовить, и совсем немного потраченного времени у плиты, и вуаля! Нежные, сочные, диетические кутабы готовы. И я подаю их на стол еще в горячем виде. Вернее, то, что от них осталось. По ходу, пока я их готовила, несколько кутабов были успешно съедены. Кутабом с зеленью подаю кадык. Его можно заменить 10-15% сметаной. Обязательно приготовьте такие кутабы с зеленью и сыром. Порадуйте себя и своих близких диетическими кутабами.
этой жемчужиной азербайджанской национальной кухни. Я благодарю всех за просмотр, и если видео понравилось вам, то не забудьте поддержать его лайком. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.